данном случае у нас века достаточно сложная для работы. В каком плане? Это я художник, я так вижу, и создаст визуально более такой выразительный взгляд. Мы все прекрасно знаем, что мы все асимметричны. Относительно меня это вдвойне неудобно. Всем здравствуйте, меня зовут Логвиненко Ксения, и сегодня я вам буду показывать особенности работы на возрастном сложном веке мастера левши. Ксения Логвиненко, мастер и тренер по перманентному макияжу. В профессии с 2015 года. Лучший Lips Artist по версии Interpermanent Awards 2021 года. Спикер и участник чемпионата Interpermanent 2021. Спикер чемпионата Worlds 2022. За время работы в сфере перманентного макияжа выполнила более 5000 процедур. За 2021 и 2022 годы обучила более 15 потоков базового курса. Итак, нашу процедуру мы начинаем с того, что мы отрисовываем эскиз. Когда я говорю об отрисовке эскиза, я имею в виду, что я буду рисовать именно по анатомии клиента. Я не работаю из момента «я художник, я так вижу», я именно делаю то, что подходит клиенту, что подходит анатомически. У нас на лице есть уже наши определенные анатомические направляющие линии. Если присмотреться, то есть они идут вдоль брови, вдоль скул, то есть это есть нижние направляющие и верхние направляющие. Так вот, когда мы рисуем стрелочку, направляющую хвостика в перманентном макияже глаз, я ищу направляющую именно от нашей подбровной кости. Я подкладываю карандашик ребром к нашей косточке. Я прям чувствую, как упирается. И параллельно переношу нашему глазику. И провожу нашу касательную. То есть это будет такая черновая линия, относительно которой мы будем ориентироваться. Но с учетом того, что эти касательные у нас достаточно симметричные на обоих глазах, то есть у нас получается две симметричные направляющие, которые в результате нам создают две красивые теневые стрелочки, которые смотрятся максимально красиво и естественно. Так, далее я попрошу нашу модель закрыть глазки. Я растягиваю глазик и прорисовываю уже более отчетливо нашу направляющую по касательной, которую изначально я наметила. В данном случае у нас веко достаточно сложное для работы. В каком плане? Оно немножечко у нас нависшее. Эта история касается практически 80-90% работ. То есть к нам очень редко приходят девушки, модели, да, не модели, у которых очень красивое открытое веко. Поэтому нужно всегда уметь работать с более сложными историями. Я начинаю выравнивать нашу касательную. Так как я работаю в максимально мягкой теневой технике, то у меня нет каких-то четких линий. То есть моя направляющая не будет четкой черной линией. Что это мне даст? Что даже с учетом того, что веко преломляется, направляющая будет очень мягкая, в результате мы не будем подчеркивать нашу асимметрию и, скажем так, не будем подчеркивать то, что глаз у нас немножечко прикрыт. В результате это просто будет теневая такая стрелочка, которая нам откроет глаз, создаст визуально более такой выразительный взгляд. Сразу то, что мне не нужно, я подтираю. Линии максимально деликатные, максимально изящные. То есть я сразу стараюсь работать чисто. Создала направляющую. Далее я беру просто обычный коричневый карандаш. Вы можете взять абсолютно любой, который вам удобно. Главное, чтобы он был такой твердо-мягкий, чтобы он легко у вас растирался. И, соответственно, от межреснички я закрашиваю коричневым цветом небольшую зону, которую буду потом растягивать. Далее возвращаюсь к своему черному карандашику и прорисовываю межресничное пространство для того, чтобы у нас уже была полнота эскиза, чтобы клиент сразу мог оценить, что он получит в результате нашей процедуры. Выворачиваю глазик и прорисовываю межресничное пространство аккуратненько. И немножечко также темным оттенком прорабатываю зону около межресничного пространства, потому что когда мы будем работать, у нас тоже должен быть очень мягкий, плавный переход из более темного оттенка, который находится в межресничке, в более светлые тона. Далее я беру кисточку. Кисточку использую также самую обычную вы можете, которая просто будет подтушевывать то, что я нарисовала, чтобы у нас не было резких линий. Натягиваю глазик и именно вытягиваю, подтушевываю наш коричневый оттенок, который мы нанесли карандашиком. Суть работы здесь будет заключаться в том, что я сделаю направляющую и немножечко именно подтушую уголочек. Тем самым я глаз не загружу, но визуально сделаю его более выразительным, более открытым.
Чуть-чуть еще раз подрисую черное основание, чтобы был более у нас мягкий, деликатный переход. И также кисточкой подтушую. Что я делаю дальше? Я беру ватную палочку, сухую ватную палочку и подтираю ненужные мне участки для того, чтобы еще больше смягчить и, скажем так, подстереть резкие переходы. Дополняю оттенок там, где мне это нужно. Смотрю визуально. И также ватной палочкой оттушевываю. Придаю мягкость. Вот такая прекрасная у нас получилась теневая стрелочка, которая нам открыла визуально, сделала лифтинг века, но при этом глаз не загрузила. Глазик теперь у нас смотрит вверх. Прекрасно. И аналогично, соответственно, мы рисуем второй глаз. Когда вы уже регулярно начнете это делать, вам будет это делать достаточно просто. Буквально эскиз будет у вас рисоваться за 5-10 минуточек. В этом сложного ничего нет. Мы все прекрасно знаем, что мы все асимметричны. Поэтому данная техника, что она позволяет? Так как нет резких каких-то активных черных линий, да, графичных, то визуально мы не подчеркиваем, как я уже говорила, нашу асимметрию. По сути, когда вы даже рисуете эскиз, вы должны клиенту продемонстрировать, что не будет как такового супер декоративного эффекта. Это будет легкое дополнение. Все, прекрасно. Вот с учетом того даже, что у нас века немножечко нависает, так как у нас линии не графичные, визуально глаз у нас подоткрылся. То есть это тончайшая легкая направляющая, которая визуально открывает глаз вверх. Все, в принципе, можно начинать приступать уже к самой работе. Итак, когда мы с вами уже отрисовали эскиз, первым делом мы будем его фиксировать. Фиксирую я обычным маркером. Его можно, в принципе, приобрести в любой канцелярии. Если у вас есть какие-то другие методы фиксации, я, в принципе, считаю, что они все хороши. Что я делаю? Я точечно ставлю себе окончание наших хвостиков, для того, чтобы они были симметричны. И точечно также показываю лепесток растушевки, который я буду прорабатывать. Касания максимально тоненькие, точечные. То есть точечку должно быть еле заметно, чтобы вы просто понимали, где вы заканчиваете работу. Далее я также точечками отделяю контур лепестка нашей растушевочки. От середины глазика у нас растушевка небольшая, где она заканчивается. И то же самое проделываю на втором глазу. Вообще, в принципе, рекомендую всегда делать небольшие растушевки, подтемнять лишь уголок глаза. Это даст выразительность, но не даст декоративного эффекта. Я буду обязательно использовать пигмент номер 4 из линейки для глаз, потому что он является самым темным. Им я буду прорабатывать межресничное пространство и выход из межресничного пространства. Далее обязательно буду использовать двоечку и троечку. Эти цвета, в принципе, я могу смешивать для того, чтобы получать более или менее интенсивный коричневый оттенок. Это уже у нас будет заходить на второй этаж нашей растушевки. И самый последний, третий этаж, это самый светлый оттенок из линейки, это оттенок номер 1. Он уже будет у нас закрывать вуалью полностью весь глаз и придавать особенную бархатность и нежность нашей растушевке. Мы, соответственно, развели наши пигменты. Дальше заправляем аппарат. Аппарат я использую в работе на глазах Horse. Мне очень он нравится, потому что он достаточно сильный и минимально травматичный. И еще он очень легкий и компактный в руке. Работаю на беспроводном оборудовании по причине того, что я левша, как я говорила. И я вам сейчас в процессе покажу, что когда я работаю, я буду ездить вокруг головы моей модели. И когда есть провода, это очень неудобно. Ну, это в принципе неудобно. Ну, относительно меня это вдвойне неудобно. Иголочку я использую Hanafi 0,25 острую заточку. Глаза мы выполняем только острой заточкой. Рекомендую все-таки 0,25 для того, чтобы при заживлении пикселей абсолютно не оставалось. И вот получалась у нас красивая бархатная вуаль в виде растушевки. Вылет иглы у меня плюс-минус в районе 3 мм. Аппарат, кстати, является гибридом 3,4-3,5 эксцентрик. Начинаю работать, вольтаж ставлю на нем 5,5-5,6 в среднем. Но в зависимости от того, как у нас будет себя вести кожа, да, я могу ее менять. Работаю я на глазах без первичной анестезии. Конечно, если клиент особенно у нас чувствителен, я могу положить первичку. Ну, как правило, этого не требуется. Сразу готовлю для себя мокрые ватные диски и ватные палочки.
И, соответственно, анестезию для того, чтобы после первого прохода, когда я подвскрою кожу, наложить уже вторичную анестезию.